больше и голова. Покушал. Так, мы с Норой вышли. Нам нужно пойти купить. Во-первых, на улице очень жарко. Очень. Мы сейчас идем, Нора все время воды. Нам сейчас нужно сходить. Нас опять попросили. Здесь есть один магазин, где продаются, когда-то мы туда ходили, там продаются пеленки многоразовые для собачек. Ну, кто знает, собачки ходят в туалет, многие на вот эти вот пеленочки. В общем, мы сейчас пойдем, посмотрим, есть ли они еще в наличии, потому что я обещала еще на прошлой неделе купить эту пеленку, сходить. Выйдет у меня только на этой неделе. Но я надеюсь, что выйдет. Я зашла в другой магазин, там рядом с центральным рынком. А где я была? Нет, в Росте. В Росте есть отдел зоотоваров. Так там такая пеленка стоит 1200 гривен. Или 1270. Что-то такое, какая-то бешеная цена. Сейчас зайдем сюда. Здесь она стоит... вы сейчас увидите, сколько. Потому что за 1200, естественно, покупать ни у кого ее денег нет. Здравствуйте, а есть пеленки? Я как-то у вас покупала для собачек такие многоразовые. У нас один только большой размер. А сколько там? Сейчас посмотрим, нам подойдет. Или маленькие, или большие. А это сколько? Это 32 на 50, а большая какая? Я какую-то другую фирму, Метр на по-моему. метр. О, метр на метр. Вот та, да? Давайте. Только наличный расчет. Угу. И сколько она стоит? Хоть здорово, Нор. Вот такую я брала, только меньше. 500 гривен. 500? Да. Хорошо. Держите. В прошлый раз мы меньше брали. Спасибо. Успели мы, уже закрывается магазин. Мы в последнюю минуту пришли и купили последнюю пеленку. Ну, потому что нас очень попросили это сделать. Вот так вот. Такая вот пеленочка, и больше, я так поняла, их здесь нет. Ну, хотя бы цена вот такая вот 500 гривен, а там пеленка меньше, которую я в прошлый раз брала за 360, она там стоит 1200 с чем-то. Представляете вообще себе такой поворот событий? Ну ничего, купили, слава богу. Присели с Норой чуть-чуть отдохнуть на лавочку. Сейчас надо уже бежать по делам. И я хотела бы немного поговорить о сегодняшнем утреннем ролике, вообще об отношении людей к происходящему, о травле, о том, что вообще, честно говоря, я не знаю, что делать. У меня иногда возникает мысль закрыть комментарии. Очень много хороших, добрых комментариев. Спасибо вам большое за это. Но каждый раз, как происходят обстрелы города, на меня сваливается гора просто какого-то ужаса, ужаснейших комментариев, причем с двух сторон. Я не понимаю, почему так происходит, почему люди в сложных ситуациях, когда, вы знаете, очень, очень тяжело сохранять спокойствие. Я хочу сейчас зачитать один комментарий. Татьяна, ты довольно спокойно рассказываешь. Все на самом деле очень страшно. Твой ребенок взрослеет под вой сирены, взрывы, все плохо, и ребенок это понимает, бьют ракетами. Почему ты такая спокойная в этой ситуации? Вы даже не представляете, чего мне стоит это спокойствие. Очень тяжело сохранять спокойствие, когда утром был обстрел, и когда тебя и твоего ребенка, твоих детей будут ракеты. Очень тяжело сохранять спокойствие. Но ради детей я это спокойствие и сохраняю, потому что я уже говорила, состояние матери передается детям.
Это отражается на нервной системе. Мало того, еще могут возникать какие-то дополнительные заболевания, потому что кто знает, что такое психосоматика, кто не знает, ознакомьтесь в интернете. Я здесь на эту тему рассуждать не собираюсь. Все, что происходит в нашей жизни, все, что происходит с нами, чего мы боимся, наши страхи, это все отображается на каких-то заболеваниях. Я не враг себе и своим детям. И биться в истерике головой об стену я не собираюсь. Знаете, еще 1,5 года назад я приняла такое взвешенное решение, хотя бывает сложно, бывают и слезы, бывают, я вам показываю свои настоящие эмоции, бывает по-разному. Я стараюсь держаться очень тяжело. Но почему возникают люди такие, которые... Я могу вообще не обращать на комментарии, да, я могу, но знаете, что происходит? Ну вот, допустим, произошел сегодня обстрел, да? Одни начинают писать в комментариях, что так вам и надо, вам это за то, вам это за это, вы нацисты и так далее. Так и должно быть, и это вам ответка, это вам отместка. Я не обращаю внимания. Другие начинают писать: а ты чё не обращаешь внимания? Ты чё вообще? Это все. Ты что, ты видишь, что делать? Это твои друзья нас обстреливают. Тебе нравится, как твои друзья нас обстреливают? Знаете, вот людям кажется, что это мои подписчики, да, ну вот одним кажется, что это одни творят, другим кажется, что мои подписчики всех сидят и расстреливают с пулеметов. Ребят, мне очень тяжело в такой ситуации. Я думаю, адекватные люди это понимают. Зачем? Вот знаете, я вчера посмотрела одного блогера видео, чисто случайно мне попалось в рекомендациях. Он, по-моему, из Днепра. И он рассказывал, вот как со всех сторон угрожают, да, вот со всех сторон угрожают, нападают в комментариях. То же самое происходит у меня. Я думала, честно говоря, что только у меня такое, но нет, у него тоже. Это страшная ситуация на самом деле, то, что происходит. И да, ты пытаешься сохранять спокойствие. Тебя обвиняют, что ты... А чего ты сохраняешь спокойствие? Ты не должна сохранять спокойствие. Ты должна быть агрессивной, ты должна кидаться, лить ядом, брызжать и на всех слать проклятие. Нет, ребят, знаете, я должна сохранять спокойствие во имя благополучия своих детей. Это первое, что я должна делать, и это должна делать каждая мать. Иначе я вообще тогда не знаю, что будет. Очень тяжело, когда с двух сторон на тебя набрасываются просто. Каждый раз, вот представьте, с одной стороны летят ракеты, с другой стороны тебя начинают в комментариях забрасывать, а еще есть такие, которые постоянно угрожают. Посмотри, что у тебя творится в комментариях. Вот бывают такие моменты, когда я вообще не захожу в комментарии и не читаю, что там происходит. Так они мне начинают на почту писать: все, мы идем на тебя писать доносы. Посмотри, что у тебя творится в комментариях. А ты ничего не делаешь, ты бездействуешь. Ребят, это на самом деле очень страшно. Это страшно, я вам вообще не могу передать как. Когда ты ни на секундочку не можешь расслабиться, ты постоянно находишься в стрессе. Потому что, еще раз скажу, с одной стороны летят ракеты, с другой стороны тебя просто загрызают в комментариях с абсолютно разных тоже сторон. Я хочу сказать, пожалуйста, воздержитесь от политических комментариев сейчас. Я буду блокировать всех людей, которые, во-первых, которые люди начинают угрожать в комментариях, я вас сразу буду блокировать. А потом они еще пишут: а почему ты нас блокируешь? А мы там оттуда, и что? Зачем ты... Ребят, я буду блокировать, откуда бы вы ни были, если вы начинаете угрожать. Потому что у меня все-таки нервы не железные. Я тоже прошу это все понять. Это очень тяжело каждый день выходить в эфир, по нескольку раз в день даже бывает, да, там в основном я снимаю по 2 видео. И сохранять спокойствие, снимать что-то позитивное. У меня же еще есть семья, дети. И я сказала, кстати, что я буду вести свой видеодневник до... Человек прошел, улыбнулся. Пока не закончится война, это по-любому. Это будут выходить каждый день видео. Поэтому давайте, пожалуйста, будем все добрее. Я стараюсь оставаться спокойной, несмотря на все, что происходит. Давайте оставаться людьми, давайте поддерживать друг друга, проявлять какую-то заботу, доброту, милосердие, потому что то, что
творится, вот насколько агрессия и злоба, ненависть в людях, как-то это все культивируется. Я считаю, нужно культивировать добро, потому что добро обязательно победит, и это нужно понимать. Нужно, наоборот, объединяться, стараться как-то противостоять злу, но не нести агрессию, тем более не нападать на всех вокруг. В общем, вы поняли ход моей мысли. Друзья, всем хорошего, доброго, тихого вечера, сладких снов. Не забывайте поставить палец вверх этому видео, подписаться на канал, кто еще не подписался, мне будет приятно. И увидимся уже завтра.